Приветствую всех на моем канале World of Money, Мир банкнот. С вами Артур. Сегодня очередное пополнение у меня. Получил вот такое письмо. Сейчас мы его вскроем и посмотрим, что там интересное есть внутри. Запаковано таким вот образом. Аккуратно вскроем. И вот видим банкноты, которые внутри. Сейчас я аккуратно их извлеку, и мы по порядку их посмотрим. Скорректирую камеру. И первая банкнота у нас Северная Корея, 5 вон, 1978 года. Выпуск 1978 года. В прошлом выпуске я показывал вам банкноту 10 вон из этого выпуска и говорил о желании собрать все номиналы по разновидностям. И, как уже говорил в этом выпуске, было выпущено 5 номиналов, и каждый номинал по каталогу Пика Краузе имеет 5 разновидностей, кроме номинала 100 вон. Если посмотреть по каталогу Краузе, эта банкнота идет под номером 19C. Это третья разновидность. Ее отличают красные серийные номера на лицевой стороне и красная надпечатка в левой нижней части оборотной стороны. Лицевая сторона. Рабочий с большой шестерней и книгой, возможно, Ким Ир Сена, в руках. Рядом женщина-крестьянка с большим снопом пшеницы или риса в руках стоят на фоне промышленного города с дымовыми трубами, фабриками, мостом, электрическими башнями и грузовиками. Также изображен герб КНДР и серийные номера красного цвета. Оборотная сторона. Кымгансан. Алмазные горы. Горный участок в КНДР высотой 1638 метров и длиной 80 километров. Расположен на восточном берегу Корейского полуострова в туристическом регионе Кымгансан. Считается одним из красивейших мест КНДР. В нижней левой части изображены цветы монган или магнолия зейбольда, это символ КНДР. И там же видим красную надпечатку, которая определяет эту банкноту как валютный сертификат для конвертируемых западных валют. Водяного знака я не наблюдаю, но он может быть. Ультрафиолетовой защиты также нет на банкноте. Размер банкноты 172 на 70. Средняя цена такой банкноты на российских торговых площадках 100 рублей. Идем дальше. Германия, 5 марок 1944 года. Марка союзного военного командования, выпускавшаяся оккупационными властями в период оккупации Германии и обращавшаяся параллельно с рейхсмаркой и рентной маркой в 1944-1948 годах. Подготовительная работа по изготовлению этих денежных знаков и последующая организация выпуска их в обращение была возложена на Бюро гравировки и печатных работ в Вашингтоне. В апреле 1944 года СССР были переданы клише, бумага, краска и образцы денежных знаков. Выпуск денежных знаков союзного военного командования в обращении начат 8 сентября 1944 года. Были выпущены следующие номиналы: 50 пфенигов, 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 марок. Купюрность номиналов по зонам оккупации была не одинаковой. Вот можете видеть на экране.
К моменту вступления советских и англо-американских войск на территорию Германии союзники установили следующий курс марки к своим валютам. 1 рубль приравнивался к 2 маркам, доллар США к 10 маркам и 1 фунт стерлингов к 40 маркам. Рейхсмарки и рентные марки сохраняли силу законного платежного средства. Марка союзного военного командования, рейхсмарка и рентная марка были изъяты из обращения в британской, французской и американской оккупационной зоне и заменены на немецкую марку в ходе денежной реформы, начатой 20 июня 1948 года. В советской зоне оккупации денежная реформа была начата 24 июля 1948 года. В обращении выпущена немецкая марка немецкого эмиссионного банка, марка Германской Демократической Республики. А сейчас рассмотрим банкноту поближе. Лицевая сторона. Узорная рамка, обозначение номинала и текст на немецком. В центре стилизованная литера «М», гелеширной розетки, которая распространяется по всему полю и которая, по всей видимости, я имею в виду литера «М», означает начальную букву в слове «military», то есть военная. В центре серийный номер, один из признаков, по которому различают и определяют банкноту по зонам выпуска и разновидностям. О том, как различать банкноты по зонам выпуска, я подробно расскажу в одном из моих следующих выпусков. Водяного знака нет. Оборотная сторона. Узорная рамка. В центре крупное стилизованное обозначение литеры «М» в большой гелеширной розетке. По каталогу Крауза банкнота определена под номером 193, имеет 4 разновидности. В моем случае это 4-я и последняя разновидность с индексом D, советская оккупационная зона, 8-значный серийный номер с дефисом, без потайного знака фирмы Forbes. Что он означает, что это за знак, я расскажу подробно в отдельном выпуске. Размер банкноты 78 на 67 мм. Средняя цена банкноты на российских торговых площадках 250 рублей. И последняя банкнота. Веймарская Германия, 100 тысяч марок 1923 года. Рейхсбанкнота выпуска 1 февраля 1923 года. Первый выпуск периода стремительно растущей гиперинфляции, о которой я много раз рассказывал в своих выпусках по банкнотам Германии того периода. Кому интересно, можете посмотреть. Ссылки будут появляться на экране. Лицевая сторона. Фрагмент картины «Портрет купца Георга Гизе» работы величайшего немецкого художника XVI века Ганса Гольбейна-младшего. Написана картина в 1532 году и сегодня находится в Берлинской картинной галерее. Сама картина демонстрирует успешность торговых дел и коммерческое благополучие. Имеется водяной знак. Орнамент из дубовых листьев. В большом купонном поле можно заметить большое количество красно-синих защитных волокон. Оборотная сторона. Большая гелеширная розетка с номиналом. Банкнота была введена в обращение в марте 1923 года и изъята из обращения 5 июля 1925 года. По каталогу Крауза определена под номером 83, имеет 3 разновидности, которые различают по серийным номерам и по наличию или отсутствию контрольной литеры «Т» слева от портрета. В моем случае это первая разновидность с индексом А, без контрольной литеры Т слева от портрета. Размер банкноты 190 на 115 мм. Средняя цена такой банкноты на российских торговых площадках 500 рублей. Такое было пополнение у меня сегодня. Всем большое спасибо за просмотр. Буду вам очень благодарен за лайк, шер, комментарий и подписку. Всем здоровья, добра, мира и успешных пополнений. До новых встреч!